В новом видео из Балтийска мы совершенно позабудем о работе, даже ни разу о ней и не вспомним. А все, чем мы будем заниматься, это кататься на сапах, вкусно кушать, смотреть кино под открытым небом и многое другое. Let's go! Итак, друзья, добрый балтийский день. Сегодня 18 мая, 23 градуса на улице. Что в этом ролике будет происходить? Честно говоря, я пока мало что знаю, поэтому, опираясь на тот план, который мне отправили, сейчас быстренько вам по пунктам расскажу. Значит, я заселился в гостиницу. У нас на ближайшие 2 дня блок-тур. Что это значит? 8 блогеров приглашено. Мы будем здесь отдыхать, в аквапарке плавать, на сапах, на экскурсию, завтраки, ужины, в общем, просмотр фильма под открытым небом. Быстренько по пунктам вам пояснил и разъяснил, что требуется от нас. Соответственно, реклама этого всего комплекса, да, тут, потому что не только гостиница, а все вот эти вот мероприятия, это тоже часть этого гостиничного комплекса. Поэтому, друзья, предложение оказалось для меня лично интересным. Очень много работаю и хочется уже действительно отдохнуть. Поэтому я сегодня здесь. И прямо за моей спиной мой номер. Я только что заселился. Сейчас быстренько рум-тур и надо спускаться вниз за дальнейшими указаниями. Первое, что мне бросилось в глаза, так это мансардные окна. Целых 2, прям как в моей комнате дома. Вот зайдя через эту дверь, первое, о чем я подумал, блин, как дома. Это приятно. Значит, вот такие вот полотенчики разложены. Такой вот сиреневый фон. Да, тут такая эстетика, прям вообще ничего не хотелось трогать. Чайничек, кружечки, чай, водичка, телевизор, да, соответственно. Пойдем в уборную. Здесь, конечно, маловато света, мне показалось. Я уже чуть-чуть тут походил, вот мыло открыл, помыл руки. Так что вы не думайте, что тут кто-то до меня открыл. Вот все чинно, благородно выложено. Фен. Не знаю, кстати, для 3-звездочного отеля предусмотрен фен. Как будто бы они тут прям люкс сделали. Халатики, соответственно. Видите, все по струночке. Вот такая вот душевая кабина. Правда, душновато. Но я только открыл окна, поэтому надеюсь за время проветрится. Посмотрим, что тут в шкафу. Опа, тапочки. Я, кстати, тапки с собой не взял. Я взял только сланцы, да, для сапов, для аквапарка. Поэтому, кстати, вот прям в тему. Швейный набор. Вот это неплохо. Салфетка для обуви. Здесь что? Здесь пусто и вешалки. В общем, еще не раскладывался. Вот мой рюкзак. Кстати, прям... Значит, с порога меня встретили вот таким вот лимонадиком. Очень актуально. Очень приятно. Жарко сегодня, пить хочется. Ну и кровать моя. Мы отправляемся в наше небольшое плавание. Стоимость 70 рублей на пароме Вистула. Просто посмотрите, сколько людей. У меня уже есть выпуск с Балтийска в более холодное время года. Обязательно посмотрите и его. Но тогда было желающих отправиться на Балтийскую косу гораздо меньше. Нас встретили такие ребятишки. Это похоже на детский лагерь, либо какая-то школьная группа. Также обещал респект выразить вот этой кафешке, которую очень быстро приготовили мне фиш-ролл. Нас забрал вот такой вот УАЗик. И мы отправились на немецкий аэродром Нойтив. На аэродроме все разрушено почти, особо смотреть не на что. А вот эта вот железная дорога узкоколейная меня очень сильно удивила. Просто представьте, как поезд едет вдоль моря. Мне кажется, это выглядело супер красиво. За эту поездку я еще больше зауважал немцев, их культуру, как они строили на века. Все очень продумано, что стоит до сих пор. Посмотрите на эту крышу, где внутри камыш. Просто не сомневаюсь, что это супер продумано, хотя выглядит очень странно. Камыш в бетоне. А обратно в Балтийск мы отправились не на пароме, а на таком катере. Стоит чуть подороже, 100 рублей с человека, но если хотите экстримчика, рекомендую. Надо обязательно приехать в Балтийск, переправиться на пароме с велосипедом и покататься здесь на великах. Очень много там людей, действительно, такие тропочки интересные, вокруг зелень. Этот аэродром за время того, как он не используется, естественно, зарос. И обязательно посетите, там есть корабль заброшенный,
выполненный из какого-то там суперпрочного пластика. В общем, мы там тоже полазили и вам рекомендую. Там же на аэродроме мы увидели, как садится вертолет небольшой частный. Пофотографировались, пообщались. Достаточно это неожиданно было. В общем, нам гид сказал, что сегодня вам везет на все 100, потому что кроме вертолета мы еще увидели большой корабль какой-то военный проходящий. Прям мимо нас, это очень красиво было. И походили по разным бункерам. Очень было, знаете, странно услышать такую вещь, что нашли какую-то боеголовку, какую-то бомбу на берегу как раз Балтийской косы. Положили ее в бункер и там взорвали, тем самым разрушив бункер, который построен был немцами. Я за эту экскурсию еще больше зауважал то, как немцы строили, как продумано, и делали они это на века. А почему наши до сих пор это все уничтожают? Вот мне просто это непонятно. И теперь от этого бункера просто кусочки такие обломки. Но это красиво. Вот просто дайте мне понять, если вы хотите привлекать туристов, зачем вы разрушаете те достопримечательности, вещи, куда люди ходят, фотографируются. Ну и после всего того, что мы увидели на Балтийской косе, мы вернулись обратно в Балтийск и пошли в аквапарк ЦСКА. Местечко, честно говоря, такое себе. Предполагал я, что будет лучше, но мне там очень понравилось вот с точки зрения фотографии. Напомню, я фотограф, и если вдруг вы хотите классные фотографии, в том числе с Балтийска, они у меня тут есть, я тут проводил фотосессию. Прямо сейчас вы можете видеть их на экране. Индивидуальные, парные, семейные, в общем, все что угодно. Если это связано с людьми, я фотографирую с удовольствием и буду рад оставить в памяти ваши моменты отпуска. Но фотосессию в этом аквапарке ЦСКА я бы с удовольствием провел. Знаете, вот эта вот плиточка маленькая, мозаика, такие цвета все, ну чисто вот Советский Союз. И как раз туда взять модель в таком купальнике разноцветном, полосатом, знаете, как в те времена, было бы здорово. Там был такой шикарный свет, это мне очень понравилось. Эти окна большущие, панорамные в пол, с видом как раз-таки на Балтийское море, там же видно форт Западный, уже 2 плюса. Если хотя бы 2 плюса есть, то уже время потрачено не зря. Ну а прямо сейчас мы идем, я пойду вниз на просмотр вечернего фильма. Много комаров. Вот одел, кстати, штаны, кофту еще одену, надеюсь, буду жив. До просмотра фильма мы поужинали в ресторане. Достаточно тут недорого, вообще 480 рублей мое блюдо вышло. Это бифштекс, да, с яичком сверху, картофель запеченный и, соответственно, соус в виде кетчупа. Достаточно неплохо, я наелся, вот еще чаек выпиваю и все, думаю, до завтрашнего утра я буду сыт. В общем, друзья, что могу сказать так в заключении? В целом все хорошо, я отдыхаю, прям расслабляюсь, настолько расслабляюсь, что записываю вам это уже под конец дня. Мне нравится вот эта вся отельная тема. Я давным-давно этого хотел, и, Господи, спасибо, Вселенная, за то, что предоставляешь мне такие возможности что-то тут разложить, у тебя свое пространство, примешь душик, оденешь халатик. Ну, в общем, вы меня понимаете, вот эта вот отельная тема. Я никогда в отеле в Калининграде не отдыхаю, это просто, это из местных никто, мне кажется, не делает. А тут вроде никуда не уезжал, а отель и как бы в путешествие. В общем, друзья, продолжаем дальше. Обязательно смотрите это видео до конца. Зачем мне затем? У нас есть одно задание. Почему именно я? Друзья замерзли, в общем, за просмотром фильма «Под открытым небом». Я только из душа. Как хорошо, что проблем никаких с водой нету. Горячая, я прям там в душе, знаете, так напарился. Поэтому вот халатики. По полной программе, значит, всеми прелестями гостиницы пользуемся. Представьте, решил проверить телевизор, и я не успел снять. Там было написано на заставке «Приятно вас увидеть, Антон». Какая персонализация. Это очень приятно было. В общем... О, во! Как оно так появляется? Добро пожаловать, Антон.
Приятно видеть вас нашим гостем. Вот это приятно, спасибо. Сейчас мы проверим Сбер. Салют. 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 Должно работать. Упаковочки, которые я снимал на раковине, это оказывается набор для бритья. Там какие-то даже пилка для ногтей есть, не говоря уже о ватных палочках. В общем, полный комплект. Обычно, знаете, такие вещи, вот как раз таки зубной набор там есть. Вот это чаще всего лично я забываю, потому что, например, рейс у тебя утром, с вечера ты ее не кладешь, знаешь, что перед вылетом ты просыпаешься, как и любой человек, да, чистишь зубы, идешь завтракать, и ты уезжаешь с рюкзаком, который у тебя собран с того вечера. Щетка, паста не едет с тобой. О май гад, сваты. Так, мои видосы в рекомендациях есть? Эх, нету. Ну ладно. Придет еще мой час. В общем, ложимся спать, 12 часов. Завтра второй день. Увидимся. Завтра будет, я думаю, не менее здорово. Доброе утро. День 2. Я не выспался. Но мне так, по крайней мере, кажется. Время 8 утра. Я проснулся уже часов 4:30 из-за того, что вот такой яркий свет, как вы можете видеть, 2 окна никак не закрываются. У кого-то нет такой проблемы, кто-то может спать с таким дневным светом. Тут вот просто проснулся как на улице, очень светло. Но я просыпаюсь, начинаю крутиться, вертеться, вот подушки лежат в таком виде. В общем, я пытался сделать какой-нибудь домик вокруг своей головы, чтобы закрыть этот свет. У меня вот такое же мансардное окно, но оно у меня там закрывается шторкой blackout. И я еще поверх накидываю полотенце, то есть у меня кромешная темнота. И то утром все равно вот эти вот 2 ткани пробивает, и немножко есть свет. После завтрака у нас прогулка на саббордах по морю. Море здесь рядышком. Весь тот год все мои друзья на сапах катались. Эта вещь просто гудела из каждого утюга, а я вот не успел. Ну, не то чтобы я жертва общего мнения, просто мне тоже хочется попробовать. Я прикидываю себя к этой деятельности и понимаю, да, наверное, мне было бы хотя бы один раз интересно. Поэтому сегодня тот самый день, как-то так опять случайно сложилось. И знаете, что думаю? Что я вспомнил, когда я сидел здесь на завтраке, что когда-то еще в том году петушки, слышите, вот прям как у меня дома, серьезно, крыша мансардная, петушки, у меня там тоже рядом огороды, и по утрам слышно, но я от этого не просыпался, я вообще не слышал, пока спал. Так вот, вернемся к завтраку, что, ну, где-то в октябре, пускай, ладно, я продал свою первую рекламу за 3000, причем писал сам, да, напрашивался на рекламу, можно так сказать. Ну нет, там достаточно легко ребята согласились, снял, все хорошо было, а тут уже зовут сами, предоставляют номера, завтраки. В общем, я не к тому, что да, этот весь мой YouTube-блог, он чисто площадка для продажи рекламы. Нет, это больше, наверное, мой дневник жизни, серьезно. Я пока не понимаю, какую я ценность делаю, но, возможно, через лет 30, когда я посмотрю на себя вот таким вот молодым,
путешествующим, живущим полную жизнь, я скажу, я все правильно делаю. Вот мы вчера здесь смотрели кинотеатр, сейчас получше видно. Первый, так сказать, ряд, и вот второй. И давайте, наверное, покажу, что ли, территорию, пользуясь случаем. Хочешь дать интервью? Как спалось? Нормально, прохладно. Прохладно? Прохладно. Не знаю, мне было хорошо. Привет. Максимально блогерский. Да. Со стадикам, серьезно, обмотано. Да, я утопил его в Индийском океане, поэтому это просто палка теперь. Нормально, нормально. Ты тоже Ты замерз? мог просто руками держать, да? Так неудобно. Че говоришь? Ты тоже замерз? Ну, относительно. Нам нужны подробности. Подробности. Да. Никаких личных подробностей, как мы отмерзали. Жесть, не, мне было хорошо. А вам свет не мешал? Вот я лично проснулся в 5 утра от того, что просто уже охренеть как светло. Нет, Тебе, видимо, попадает свет через верх. Ну, у меня там просто как на улице. У нас темный номер. Темный номер. Нам не хватает света вообще. Зарядку делаешь утреннюю? пытаюсь собаку бежать. Ага, Зарядка с собакой. я уже позавтракал. И как? А вы еще нет. Вкусно? Я все съел. Значит, вкусно было. Я об этом всегда думаю, когда на шведский завтрак идешь. Если приходишь поздно, к концу завтрака, то может ничего не остаться. Типа того, да. Поэтому мы пришли вот в 9:53, еще час, по идее. Ну, ты все съел, да, говоришь? Да. Ну, я все съел, можете идти обратно. Мы ненадолго отвлеклись на блогеров, на таких же посетителей, как и я, а вот пес. В общем, приятно, что есть питомцы, есть кого потискать. Эй, малыш! И вот, посмотрите, они что, специально подготовились? Я уже успел вчера тут поиграть. Настольный теннис. Все по ГОСТу. Это вы для нас сапы готовите или нет? А, спасибо. Вот скоро нас ждет прогулка. Вот, собственно говоря, название отеля. Песок и море, 3 звезды. В этом корпусе живу как раз я. Это второй корпус. Здесь фонтанчик. Пока что он не проснулся, но он уже работает. С детьми, если приезжаете, не переживайте. Тут вот такие интерактивчики для них найдутся. Парковка также есть и гамак. Далее у нас зона с беседкой. Там есть барбекю зона, вот столик. Все тут, сказали, мне предоставляют. И шампура, и мангал. А вот здесь у нас тоже это в программе запланировано. Вот такая вот купель. Вот, кстати, не обманул. Решетка есть, шампура, уголь тоже есть. Тут наполнить нам ее водой. Будем сидеть и балдеть. Достаточно, видите, да, такая территория приличная. Очень тихо, кстати. Тут тоже хотел бы вас предупредить, нету никаких вокруг магазинов, поэтому если вдруг что хотите купить, надо будет проехать на машине. Либо вы где-то в центре Балтийска будете гулять, купите и уже здесь будьте с купленными, там, я не знаю, фруктами, овощами, в общем, все, что хотите. Ну и вот как раз зона, откуда я начинал. Вот в этом здании находится ресторан. Там у нас был завтрак. И сверху тоже пространство. Вот прием пищи. А вот видите, на крыше вот такие вот гирлянды. Тут и на этой крыше, и на этой. В общем, все ночью включается. И такая, знаете, уютная атмосфера создается. И вот по забору тоже можете разглядеть такие кругленькие гирлянды. А вот, друзья, как он выглядит внутри. Зонтики, пожалуйста, сразу на входе. Очень актуально. Да, для Калининграда. Такая зона ресепшена. Первый этаж. В общем, интересно, что здесь такие везде диванчики. Прям вот можно после каждого лестничного пролета отдыхать. Реально все для отдыха сделано. Пожалуйста, еще один диванчик. Ну вот прям во время солнца все красиво выглядит. Это второй этаж. Я живу на 3-м.
Ну и вот 3-й этаж. Пожалуйста, еще диванчик. Везде чил-зоны. Вот видите, тут даже тут мансардное окошечко. Ну и мой номер, который вы уже видели, это номер 32. В общем, будете в этом отеле, говорите, мне нужен 32-й, как у блогера. Вот, вас заселят. Ну, если он будет свободен. Мы пошли гулять в рощу, и я оторвался от всех, вышел на пляж, потому что, вот посмотрите, вот, например, вот здесь, 1, 2, 3, 4, 5, 6 укусов. Это перебор, как они терпят, не представляю. На пляже здесь нету комаров, а там в лесу, который позади меня, комаров тьма тьмущая. Время 11 утра уже, посмотрите, люди отдыхают. Кто-то купался, я видел одного человека, но в основном лежат, загорают. Ветра нету, достаточно приятно. Солнце уже припекает, кремом намазались, поэтому в надежде не сгореть. Мы прослушали краткий, но обязательный инструктаж. Нам выдали по веслу, по сапу и порекомендовали сап 100% цеплять к ноге, потому что во время ветра вол его очень быстро может унести. Также позаботились о наших телефонах, мы же блогеры, да, и выдали каждому по специальному водонепроницаемому чехлу. Тут я умудрился его поставить между ног, и получились вот такие вот кадры. Сначала я передвигался только на коленках, потом, когда уже почувствовал уверенность, попробовал встать на ноги. И пробовал 3 раза. На 3-й раз прям уверенно минут 5 держался на воде. Но стоило мне только подумать, какой я молодец, как тут же я упал в воду. Но было очень свежо и совершенно не холодно. Также, когда пытаетесь встать на ноги, берете весло и упираете его в сап. Очень, на самом деле, помогает. Это мы услышали во время инструктажа. И вообще, мой сап мне очень сильно нравится. Вот этот вот тигр, синий такой, рычащий, прям супер, я кайфую. На первый взгляд может показаться, что это змея типа ужа, но на самом деле нет. Это ящерица встретилась мне прямо к выходу на пляж. Доброе балтийское утро, день 3, я на побережье. А тут смотрите, какой красивый шиповник. Сейчас прям самое время его цветения. Выглядит очень симпатично. Это напоминает розу. И вообще его называют розой какой-то дикой. Что могу сказать? Уезжать не хочется, во-первых. Вчера так наелись этим пловом из казана. До этого шаверму какую-то гигантскую размером с джип съел. И сегодня, в общем, тяжело было вставать в 9 утра по будильнику. И болят ноги, вялость, а ноги болят от сапов. Вроде там работал руками, веслом конкретно, а болят почему-то другие мышцы тела. И, наверное, это потому, что просто в напряжении они были. Там достаточно не просто было устоять на воде, удержать ногами сап на воде. Волн, кстати, не было, спокойное море было. Я пришел сюда, знаете, по какой причине? Я очень часто зимой смотрел, ну, я и по-прежнему смотрю, есть такой блогер Александр Кондрашов. Вот было приятно в январский дождливый, холодный калининградский день утром зарядиться его влогом из Таиланда. И я, знаете, привел вас сюда по этой же причине. Вот у него такая же культура была каждый день пройтись по пляжу, посмотреть на рыбаков, пробежаться. И я хочу вам то же самое подарить, если вдруг это кого-то замотивирует на путешествие. А я считаю, я хотел бы, чтобы миссия моего канала была как раз вдохновлять людей на путешествия. Смотрите, какой скелет. Что это такое, елки-палки? Офигеть, это вообще что за голова, видимо? Обалдеть. Это не похоже на птицу. Видите, у него какие когти? Такого размера. Пойдемте спросим у рыбака. Здрасте, поймали что-нибудь? Угря поймали?
Сарган. А, Сарган. Ничего себе, у вас тут озерцо, да, для рыбы. А вы не знаете, что там за скелет птицы лежит? Бобер? Офигеть, такой большой. А это вообще частая такая... Редкое, да, явление? Понял. Ладно, удачного улова, хорошего дня. Я хотел бы подвести итог этой всей поездки, путешествия. Получилось ли перезагрузиться? Однозначно, да. Отдохнуть от городской вот этой вот мишуры, рекламы, суеты. И знаете, спрашивается, а что лучше, отдыхать там, где вся инфраструктура, либо наоборот, как здесь? И на самом деле, наверное, я бы не променял вот этот вот гостевой дом, где действительно уединение с природой, на что-то такое, где все доступно, любой магазин, ресторан рядом. Но зачем? Честно. Каждому, конечно, свое. Больше всего из этого трипа мне понравилась, наверное, вылазка на сапах. Это действительно классно. Вот я вчера сошел на сапе сюда на песок, спустя там 1,5 часа. Знаете, так подумал, ну, хорошо, я здесь не лежал на песке. Я там достаточно, мне кажется, лучше проводил время, потому что ты лежишь на песке, да, окей, тебе жарко, комфортно, и все. А этому всему хочется продолжения, пойти искупаться. А когда ты на сапах, там ты... ну, там тебе не жарко. В общем, если надо, можешь слезть с сапа, окунуться, либо тебя вселенная сама скинет в воду. Поэтому... И, друзья, если это было видео интересно, забавно, увлекательно, поставьте лайк, подпишитесь на канал. У меня про Калининград очень много всего. А также бронируйте отель, в котором я жил. Вот от души рекомендую. И по промокоду Семенов вы получите скидку в 15%. Могу сказать, что вы не пожалеете о потраченных деньгах, о потраченном времени и классно его проведете, потому что там, знаете, такая атмосфера. Вот мне вспомнилось Бали, когда хозяйка готовила что-то на всех 2-3 раза в неделю. И вот как раз в этом гостевом доме такая же атмосфера витала. Мы вчера с Михаилом, с хозяином, за одним столом ели плов, его приготовления. Но это ли не песня? Мы были так, знаете, сплочены. Мы были такой командой или одной большой семьей. Поэтому мы увидимся в новом видео, друзья. Пока-пока.